Привет, друзья! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Сегодня мы будем собирать вот этот обалденный свежий двигатель от К1600 GTL 2019 года выпуска с пробегом 6000 километров. Данный двигатель сняли с почти нового мотоцикла. По причине ДТП на нем упали, выломали ухо крепления дуги нижней, и владелец решил заменить его на новый. И в разобранном виде он достался мне. После чего я заварил ухо, привел его немножко в порядок и, собственно, принял решение его собрать, поскольку двигатель почти новый. Наш ролик займет минут 15. Вы успеете заварить себе чаю, доставайте печеньки и располагайтесь. В данный момент я с помощью болгарки немного придал вид заваренному уху. Резьбу нарезать мы будем уже позже, после сборки. В данный момент я чищу плоскости и отправляю детали в мойку. Просто собственно, верхние вкладыши я зафиксировал, чтобы их не перепутать. И сейчас все на свои места, поскольку мотор новый. Задача просто аккуратно его собрать. Теперь моем вкладыши и ставим их в эту половинку. Наша задача поставить все трущиеся детали на свои места, чтобы их положение не было никак нарушено. Удаляем все масло, обезжириваем, чтобы никакой грязи туда не попадало. В принципе, ничего сверхъестественного в этом моторе нет. Главное соблюдать чистоту и осторожность, как и с любым другим. Так, устанавливаем поршни. Кольца перепроверяем, в какую сторону они развернуты, но мы их особо старались не трогать, поэтому глобально все здесь прекрасно. Так.
теперь наша задача немножко сполоснуть коленвал. Вот как раз у нас все по номерам, подсчет от ГРМа. Теперь немножко споласкиваем коленвал, чтобы он был обезжиренный. И вкладываем его сюда, протягиваем шатуны и закрываем картер. Момент затяжки шатунов 15 ньютонов и угол 60 градусов. Винты по-хорошему меняются, но в данном случае мы этого не делаем. Моя практика, что одну замену они переносят нормально. Их просто, к сожалению, в данный момент достать не представляется возможным. Многие их, к сожалению, не меняют никогда. И, соответственно, нам второй важный момент — это вот этого болта, который стягивает картер длинный. Вот это очень важно тоже протянуть с моментом. Соответственно, вот они болты. Длина, момент затяжки 15, угол доворота 120. И вот эти вот болтики более короткие 15,90. Вот. Ну, соответственно, мелкие болтики тянутся со стандартным моментом 10. Значит, вот это пока самые важные моменты. Следующий этап дальше будет уже после. Собственно, можно ставить. Устанавливаем полукольца. Они нужны для предотвращения бокового смещения коленвала. Так. Супер. Коленвал зафиксирован. Обезжириваем. Наносим герметик и стыкуем половинки. Далее проходим герметиком вот эту вот область.
Распаковываем обгонную муфту. Технологии меня научили в гоночной команде. Я там немножко подрабатывал. Детали, которые плавают в масле и требуется снять и поставить чистыми, нужно просто упаковывать и также доставать. Соответственно, тут у нас абсолютно чистые шестеренки все. Болтики вот эти плавают. Нет, они не плавают в масле, я их заранее помыл. Шестеренки просто переставляем, моем крышку, герметим. И по сути с минимальными трудозатратами у нас получается все отлично, чисто и грамотно. Крышку мы отправляем в мойку, чистим плоскости и все это ставим. Масляный насос вообще без необходимости мыть не нужно, потому что нормально помыть его можно только с полным разбором, а иначе в него попадет еще больше грязи. I1. Так, дальше I2 и так по списку. Резиночек. Супер! Фиксируем коленвал в верхней мертвой точке приспособлением.
соответственно заранее упакованной цепи. Так, теперь вынимаем. И наша задача провернуть 2 оборота и сравнить метки. Все, цепь у нас установлена, метки перепроверены. Метки проверяются, снизу вставляется фиксатор коленвала, а сверху должен свободно входить штифт, фиксирующий распредвалы. Он у BMW забавный, с магнитиками. Люблю оригинальный специнструмент. В целом сборка мотора на этом завершена. Мы убираем специнструмент весь, упаковываем его, и дальше он ждет своего счастливого обладателя. Всем отличного дня! С вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж.